Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем видео я покажу вам, как сшить самую простую прихватку для кухни без обработки края, без косой бейки. Такие прихватки шьются быстро, легко, и с ними справится даже начинающая рукодельница. Получаются красивые прихваточки. Итак, давайте приступим. Чтобы сшить такие прихватки, нужно вырезать из ткани 4 квадрата. Размер такого квадрата, вот этого у меня 15 сантиметров. Сторона квадрата 15 сантиметров. Можно делать любого размера прихватку. Я взяла 2 квадрата одной расцветки, 2 квадрата другой расцветки. И буду сшивать эти квадратики. Так, вот таким образом. Чтобы вот так получилось. Сшиваю эти 2 квадрата. Прокладываю строчку. И эти 2 квадратика. Также прокладываю строчку. Строчку я прокладываю на ширину лапки. Лицевая сторона сложилась с лицевой стороной. Все я прошила. Теперь мне эти швы надо разутюжить. Так, в разные стороны. Также этот шовик. Разутюжили. Теперь надо нам, так, посмотрите, как получится. С лицевой стороны вот так должно быть. Теперь нам надо прострочить следующим образом. Накладываем вот так лицо с лицом, складываем. И прошиваем вот эти 3 стороны. Первая, вторая и третья. Для удобства можно сколоть булавками. Главное, чтобы вот здесь шов совпал с другим швом, чтобы было красиво. Я здесь булавкой прямо вот в шов протыкаю. Вот. С лицевой стороны будет аккуратно. И здесь также булавочками скалываем. Все сторонки. И здесь также. Чтобы все у нас было аккуратненько. Вот. Теперь я прошиваю эти сторонки. Прострочила. Теперь смотрите, вот так вот у нас должно получиться. Здесь, смотрите, аккуратно получилось. Все совпало. Теперь нам надо уголочки немножечко так отрезать. Теперь нам нужно сколоть вот таким образом. Вот так вот, смотрите, не выворачиваем. Вот так, чтобы получился квадрат. Здесь я тоже сначала скалываю серединку, чтобы шов со швом совпал.
Здесь швы, смотрите, чтобы были в разные стороны, смотрели. Один шов в одну сторону, другой шов в другую сторону. Здесь я сколола. Теперь нам надо этот шов прошить здесь, но оставляя немножко в серединке отверстие, куда будет вставляться утеплитель. Здесь примерно можно оставить сантиметров по 5 с одной стороны и с другой. Можно линеечкой отметить, сделать отметку примерно здесь 5 сантиметров. И с этой стороны также примерно 5 сантиметров. Вот я сделала отметки. До этой отметки я буду прошивать от одного уголочка до отметки. И здесь также от этой отметки до этого уголочка. Но прежде нам надо сшить петельку. Вот я вырезала кусочек ткани размером 3,5 на 14. Буду петельку из нее шить. Сначала я сложу вот так пополам, складываю, чтобы было удобно сшить эту петельку. Вот. И к серединке также отворачиваю один край. Можно проутюжить. И с этой стороны также намечаем. Вот что получилось. Теперь ее просто по самому краешку нужно прострочить. Вот петелька готова. Складываем ее вот так пополам. И нужно ее вставить, когда будем шить этот последний шов. Вот с самого края вставляем, чтобы два кончика были с этой стороны, а петелька там внутри, где лицевая сторона. Так я вставляю. Смотрим, какая длина. Можно немножко так оставить. Здесь я сейчас тоже булавочку возьму. Сколю булавкой. Вот я сколола. Теперь буду прошивать. Так. Вот здесь отметку у нас с этой стороны. Можно тоже здесь сколоть булавочкой. Начинаем шить. Вот смотрите, я шью до отметки. Вот отметочка. Вот проложила строчку от уголка и до отметки. Этот уголочек тоже можно так отрезать. Теперь я шью от следующей отметки и до уголка, где вот здесь петелька. Вот смотрите, прошила. Здесь уголок тоже я отрезаю. И вот эту лишнюю часть тоже отрезаю. Вот что у нас получилось. Здесь отверстие. Булавки все убрала. Теперь надо это все вывернуть. Уголочки расправим. Надо теперь это все отутюжить. А здесь, смотрите, мы будем зашивать с этой сторонки. Вот так вот немножко загнем. Здесь тоже можно так проутюжить. И будем прошивать. Вот я проутюжила. Теперь нужно взять какой-либо утеплитель. Можно использовать старые полотенца. Вырезать по размеру прихватки. И в это отверстие его аккуратненько вставить. Все расправить. Вот утеплитель я вставила.
Теперь надо проложить строчку, чтобы зашить вот это отверстие по краешку вот здесь вот. Из этого угла в этот уголок петельку вот так вот. Потом мы зафиксируем. И из этого уголочка тоже в этот уголочек прострочить по краешку. Вот я проложила строчку. Сейчас все отутюжим, так и так. Еще петельку можно закрепить. Вот так ее разворачиваем. И вот здесь вот делаем строчку. Все, прихваточка готова. Закрепила я петельку. Такая прихватка в готовом виде получилась 19 сантиметров сторона. Можно также еще прострочить по периметру. Строчку сделать, но я здесь не стала делать. Вот здесь я делала строчку. Так. Так, теперь я вам еще хочу сказать, вот эта большая прихватка у меня сшита из квадратов со стороной 17 сантиметров. Квадратик был. И прихватка в готовом виде получилась 21 сантиметр. А вот эта прихваточка маленькая делала я из квадрата 14 сантиметров. В готовом виде 17,5 или 18. 17,5 сантиметров. Так что можете шить любые прихватки побольше или поменьше. Я вот поэкспериментировала, у меня разных размеров получились прихваточки. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. Шейте с удовольствием. До новых встреч!